Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня понедельник, 2 августа. Давайте рассмотрим, какие сегодня события грядут, что сегодня ожидать, какие движения предполагаются по нефти, доллару, золоту, серебру, евро и другим активам, а также какие акции могут сегодня представлять интерес для краткосрочных спекуляций. Давайте начнем с календаря событий по поводу динамики изменений позиций SOTUS FTSE и какие ожидания в связи с этим по рынку. В субботу я делал выпуск, можете, если вам интересно, посмотреть. Так, сегодня у нас день PMI. По Китаю Caixin выпустил еще один индекс в производственном секторе. Он опять ниже и прогноза, и предыдущего значения. Но здесь уже тревожный звоночек идет. Сегодня, если смотреть фондовый рынок Китая, то мы видим такой хорошенький такой отскок на 2% и попытка вернуться в эту область проторгованную. Но здесь связано с рядом факторов. Во-первых, третий закон Ньютона: если что-то начинает резко двигаться вниз, оно рано или поздно встречает сопротивление и отталкивается. Каждое действие имеет свое противодействие. Вопрос только в том, насколько это противодействие приведет в ту зону, откуда движение началось. Ну, для такого отскока есть и, в общем-то, ряд причин. Это и то, что начали выкупать по указанию партии упавшие китайские акции, и то, что один из инициаторов вот этого торжества по просадке китайского рынка Evergrande, застройщик, ну там на самом деле конгломерат компаний, он продал свое интернет-подразделение, там частично пошло на погашение долгов, облигаций. Сами акции этой компании сегодня тоже отскакивают, стабилизируются в районе давнишнего плата своего. Ну и таким образом на китайский рынок сегодня позитивное воздействие происходит. Но опять же, фундаментально экономика Китая начинает стагнировать. Помимо этого, вот интересная статья есть на Bloomberg на этот счет, что Коммунистическая партия Китая, она взяла направление движения в сторону населения. Она отвернулась от хай-тек бизнеса, от миллиардеров, от того, кто двигал экономику в прошлые года. Соответственно, взят тренд на то, что можно назвать стабильность, средний класс, уменьшение разрыва между богатыми и бедными и так далее и тому подобное. Ну, в общем, они воплощают в жизнь великую китайскую идею, которая 5000 лет они вынашивали, выращивали в разной форме, в разных видах. Здесь принципиально в чем заключается момент: Китай очень последовательно, медленно, но последовательно двигается к своей цели. На текущий момент то, что происходит с китайским фондовым рынком, и в том числе с теми компаниями, которые размещены в Соединенных Штатах, здесь, я думаю, все-таки воля политическая Китая, китайского руководства, она по большей степени всего лишь формализация того процесса, который произошел в мировой китайской экономике. Достигнуты максимумы, соответственно, расти дальше некуда. Мы видим по китайскому PMI, который начинает стагнировать, проседать. Ну и, соответственно, здесь с точки зрения грамотного и эффективного управления, когда выстроена вертикаль экономическая, социальная, политическая, самое логичное — это развернуть тренд. Тренд, который направлен на выстраивание политики экономики внутри страны в пользу населения, несколько отвернуться от крупного бизнеса. Ну и сразу, когда такие моменты происходят, как правило, ухудшается, на самом деле ухудшается и глобальная, и локальная экономическая конъюнктура. Это просто говорит о том, что модель развития она себя выработала, и сейчас что-то будет. Ну, там много интересного материала о том, что он разъезжал по стране, китайский лидер, ему жаловались представители китайского народа, среднего класса, о том, что невыносимо дорогие репетиторы для детей, и поэтому, ну, в общем-то, с формальной точки зрения, поэтому были введены такие ограничения на китайские компании, которые занимаются образованием. Ну, а то, что касается хай-тека по поводу
там предоставления экспорта личных данных по Китаю, по китайцам. Соответственно, такая задумка это ограничить была уже давно, и она витала в воздухе. Тем более, как бы основная траектория роста, она свершилась. И когда начинается стагнация, тут уже что ни делай, оно все равно приведет к тому, что будет просадка. Так, что еще сегодня интересного? Сегодня день PMI. По России выходит PMI. По Евросоюзу, по Германии. А сегодня в 3 часа дня публикуется протокол заседания ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики. Ну и во второй половине дня Соединенные Штаты покажут, что там у них происходит в их PMI. Так, ну в Соединенных Штатах, как обычно, мыльная опера. Начался отсчет до часа X, когда закончатся деньги, надо бюджет согласовывать его дефицит. Так, ну вот если к российской повестке дня обращаться, в России подскочил спрос на коммерческую недвижимость. Но здесь не надо особых иллюзий питать. Это следствие того, что происходит в российской экономике. Рынок жилья уже определенным образом разогнали, следом какая-то небольшая коммерческая недвижимость. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китай сегодня с утра задает позитивную повестку. Касательно Baltic Dry, стоимость морского фрахта, здесь индекс никак снижаться не хочет. И таким образом он репродуцирует повышенную инфляцию издержек. Так, друзья, переходя к криптовалютам, биткоин тоже недельный таймфрейм, но здесь идет битва за уровень 39 500. С моей точки зрения, у него более значимый уровень именно 39 500, не 40 тысяч, хотя 40 тысяч круглая цифра. И сегодня вот идет борьба в части того, чтобы закрепиться на уровне 39 500. Если это произойдет, это будет очень хорошо. Потому что в этой ситуации означает, что запал движения, который здесь вот возник после вот этого удара мощнейшего, он может очень быстро реализоваться, и соответственно биткоин сходит вот сюда на 54 500, 55 тысяч, вот к этому значению. Но если сейчас все-таки пойдет просадка и закрепление по факту сегодняшнего, завтрашнего закрытия ниже 39 500, это будет говорить о том, что он консолидируется вот в этом диапазоне. Опять же, обращаю внимание к тем, кто считает, что криптовалюта это мусор. Но это на самом деле вполне естественно. У каждого должно быть свое мнение, своя точка зрения. Главное, чтобы в достаточной степени оно было обосновано и оно в наибольшей степени соответствовало тому, что происходит в реальности. Во-первых, как бы это новый мир, новые технологии, которые возникли. И второй момент, если мы посмотрим динамику движения за 2021 год, то мы увидим, что уровень 28 500, 29 тысяч, он выступает бронеплитой, и его просто сметают, начиная с этого значения. Конечно, это не означает, что не может быть резкого движения вниз и уход на 10 тысяч, на 3 тысячи. Но здесь как бы нюанс заключается в том, что криптовалюта, она в значительной степени распределена по крупным игрокам, которые не заинтересованы в том, чтобы она стоила дешево длительное время. Короткое время заинтересованы для того, чтобы ее докупить, а длительное время нет. Но сейчас начинается гонение на крупную криптобиржу Binance. Это тоже вполне естественный ход, потому что начинается эволюционная борьба между старым миром и новым миром. Ну, сейчас на текущий момент, возможно, так называемый новый мир, он будет немножко сдавать позиции. Так, друзья, далее VIX, недельный таймфрейм, индекс страха и волатильности. Здесь мы с вами видим, что на самом деле ситуация, она не такая позитивная, как казалось в конце прошлой недели, когда было закрытие. По сути, здесь все идет к тому, что происходит набор позиций перед отскоком и движением наверх. Таймфрейм это недельный, и поэтому, в общем-то, исходя из того, что это недельный таймфрейм, не значит, что прямо сегодня разовьется там какое-то или на этой неделе движение вверх и обвал рынков. Нет, но хворост высушен. Вот подготовка она проведена, позиции набраны среднесрочные, и, соответственно, здесь любой удобный повод, он приведет к тому, что разовьется движение сначала в район 40, потом, возможно, даже повыше, вот сюда, в район 57. Ну а пока на предстоящей неделе вроде как должна быть тишь да блажь.
Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс S&P. Ну, здесь вообще прекрасно. Здесь идет движение с целью новый максимум освоить. И если переходить на часовой таймфрейм, то здесь, в общем-то, все указывает на то, что сегодня проторговочка вот в этом диапазоне будет выше 4400. Соответственно, если возникает коррекционный откат с пробитием 4390, вот это вот значение, здесь оно проходит, то в этой ситуации коррекционный откат может усилиться, стать действительно серьезным. И мы можем вполне сегодня к концу дня сходить в район 4350, вот сюда вот. Опять же, это будет только в случае пробития вот этого значения. Если пробитие этого значения не происходит, мы благополучно тестируем вот этот вот хай, пытаемся пробить, закрепиться выше него, ну либо коррекционные откаты, движения в этом диапазоне. На текущий момент больше факторов, которые указывают, что сегодня торговля пройдет достаточно позитивно. Возможно, будет переписан в очередной раз максимум, но пока никакие тучи не сгущаются над горизонтом. Китай хорошенько сегодня с утра отскочил, и поэтому ветер паруса наполняет и двигает все вперед и вверх. Так, друзья, далее нефть Brent, недельный таймфрейм. Ну, смотрите, по сотам там вроде ситуация более или менее устойчива по нефти. Никто сейчас просадки не ожидает, тем не менее коррекционный откат, он с начала этой недели развивается, никуда от этого не деться. Но опять же, вот 74 и 72, почти как тройка-семерка туз. Пока эти уровни не пробиты, то, соответственно, будут выкупать и либо консолидировать, либо, ну, наверх уже как бы немножко тенденция, она испортилась, но консолидация какая-то должна еще продолжиться. Вот, возможны такие ложные пробои вниз, но это, соответственно, будет чуть позже. Сейчас, я думаю, здесь позиции набрали, разгрузили и какое-то время должны проторговаться в консолидации. Так, ну и переходя по нефти к часовику, здесь отличная картина, отскочили. Сейчас цель движения, первая цель находится вот здесь вот на 75.15 и следующая цель движения на 75.7, вот сюда. Вот этот сценарий позитивный по росту, он не произойдет, если сейчас будет коррекционный откат и мы получим пробитие 73,8, 74, вот этого диапазона. Но здесь на самом деле часовой уровень, он совпадает и с более глобальным уровнем 74, потому что если происходит устойчивое пробитие 74, то нефть автоматически переходит в диапазон 72-74. Вот. Пока здесь больше факторов указывает на то, что мы сейчас на фоне позитива в Китае должны немножко отскочить. Вот. Ну, в Китае позитив, с моей точки зрения, весьма условный. Китайские технологические акции, конечно, могут отскочить, и часть уже отскочила. Но обращаю ваше внимание, здесь риск, связанный со свободой в обороте, потому что это ключевой момент. То есть должно быть свободное обращение, никаких ограничений. А в Китае это постоянно возникает. И сейчас тренд на то, что это будет усиливаться. Поэтому я считаю, с китайскими активами нужно быть предельно осторожными, если вы ими занимаетесь. А вообще в идеале я вот с ними не связывался и не собираюсь. Так, друзья, далее индекс доллара. Вот неделька прошлая, но это дневной таймфрейм, она несколько коварно закрылась. То есть вот это начавшееся снижение и рискон, оно резко предотвратилось. Соответственно, такое закрытие, оно дает, скажем так, достаточно много оснований для того, чтобы движение по ослаблению индекса доллара на 91,5 либо не состоялось, либо было достаточно коротким. Так, друзья, далее золото. Там по поводу SOTS FTC, у золота рост позиций, в отличие от других металлов, серебра, платиноидов. Золото и медь растут. Ну и сейчас, если часовой график золота вот прямо локально рассматривать, здесь у нас вот этот диапазончик волшебный 1814, 1811,9, ну 1812. Соответственно, если в течение 1-3 часов мы этот диапазон удерживаем, вот эту нижнюю границу не пробиваем, то у нас отсюда ждет отскок, и цель этого отскока движение
вот сюда вот на 1824,5 к этому значению. Если здесь будет пробой, то уходим консолидироваться в район 1806. Вот сюда вот может быть будет коротенький удар в 1800. Но исходя из предыдущей недели, все попытки пробить 1800, они успехом не увенчались. И вот тот набор позиций, который происходил в районе 1800, 1792, 1800, их выхода здесь пока я не наблюдаю. Соответственно, это указывает на тот момент, что будет разгрузка на более высоких значениях, потому что здесь очень хорошо золото прикупили. Так, друзья, далее серебро. Давайте недельный таймфрейм поставлю. Здесь ситуация достаточно интересная, несмотря на то, что спекулянты не верят пока в серебро и разгружают позиции. Здесь весьма вероятно на недельном таймфрейме разворотная формация. Цель у этой разворотной формации движения вот сюда, вот на 27,4, если так вот среднесрочно ориентироваться. Ну и по дневному таймфрейму здесь вообще все отлично. Сходили. Ну единственное, только вот надо было, конечно, чуть пониже. Сюда вот сходить на 23,8, лучше даже на 21,5. Но в целом здесь все готово по дневному таймфрейму для того, чтобы серебро на этой неделе сходило на 26,3. Да, соты не очень позитивные. И здесь поэтому есть некое противоречие. В случае, если будет коррекционный откат с пробитием 25-24,9, то весьма вероятно по серебру отсюда разовьется не рост, который в общем-то назрел, а движение сначала на 24,5 и потом тестирование более низких локальных уровней, которые здесь тоже скопились. Но опять же, вот здесь вот этот пробой с высокой степенью вероятности, он привел к тому, что силами набрались, и на этой либо на следующей неделе достаточно высока вероятность движения вверх по серебру. Так, ну и вот часовик достаточно бодренький, он указывает на то, что сегодня, сейчас, в первой половине дня весьма вероятно будет тестирование 25,8. Тут немножко осталось идти совсем. Вот. Но здесь картина достаточно оптимистичная, она указывает на то, что все-таки вот это движение сейчас с высокой степенью вероятности состоится. Здесь весьма вероятно будет пробой и движение по направлению 26,1 для начала. Соответственно, критерий того, что сейчас это движение не пойдет, это коррекционный откат и пробитие 25,3. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь отлично идет движение наверх. Сейчас весьма вероятно будет тестирование вот этой крышечки 163 500. Соответственно, здесь в случае пробития значения 162 400, 162 300, отсюда развивается движение вниз. И цель его потестить вот эту поддержку 161 250, 161 300. Ну и если здесь на дневочку переходить, то все условия для того, чтобы была попытка тестирования и пробоя вот этого значения, и на текущей неделе движение вот сюда с целью отработать 165 450. Здесь только обвал Америки, Китая и нефти могут эту ситуацию нивелировать и, соответственно, отправить тестировать на пробой 161 тысячу, 160 500, вот этот диапазон. Так, но если недельку брать, то здесь более вероятно то, что мы основное время на этой неделе будем находиться вот в этом диапазоне 161 тысяча, 163 500. То есть здесь вот после этого движения какое-то время должна быть консолидация. Но здесь надо четко понимать, что если нефть будет расти, то, соответственно, РТС тоже будут пытаться запустить в космос. Так, друзья, далее природный газ, дневной таймфрейм. Хорошо на этой недельке открылись, уже рост идет на фоне дефицита газа. Соответственно, это придаст силы сегодня и на этой неделе для Газпрома и для Новатэка. Так, друзья, далее рубль-доллар. Давайте рассмотрим для разнообразия, поскольку начало месяца фьючерс, рубль-доллар, сишечку. Месячный таймфрейм, ну у нас по месячному таймфрейму здесь август коварный месяц, и поэтому по традициям августа должно быть движение в район 74 500, 75 тысяч. Посмотрим, как это будет реализовано. Здесь просто столько противоборствующих сил в этом в августе сошлось. С одной стороны великий хаос, который в августе происходит, с другой стороны как бы
нефть достаточно дорогая, и в определенной степени есть существенный интерес к российским активам, поэтому вот этот фактор, вот эти факторы, они будут очень сильно бороться между собой, и пока до конца не ясно, что победит. Так, но если дневочку брать, переходить, то, соответственно, у нас получается весьма вероятно вот это движение на укрепление рубля, оно себя в значительной степени исчерпало. Потому что налоговый период закончился, дивиденды, нужна валюта для того, чтобы их выводить. И, соответственно, здесь у нас такая картина выходит, что вполне логично было бы, ну, как минимум, консолидироваться в диапазоне 73 650, 74 250. Вот здесь вот, в этом диапазончике. Так, сейчас 8.57 по Москве. Вот у нас открытие сегодня было достаточно в пользу рубля. Но на текущий момент вот это движение, которое отсюда должно было развиться, цель которого потестить 73 400, оно себя не реализовало. И сейчас оно начинает захлебываться, и доллар пытается отскочить с целью движения вот сюда, в район 73 900, если по фьючерсу смотреть. Исходя из часового таймфрейма, по фьючерсу рубль-доллар, здесь все указывает на то, что вот это движение на укрепление рубля весьма вероятно сейчас локально себя исчерпало. Так, друзья, но если смотреть рубль-доллар на споте, то ситуация получается практически идентичная. Ну, точнее, она вообще идентичная. Только отбросить тысячи и небольшой лаг в значениях есть. Но если на часовик по споту переходить, здесь получается был пробой, проторговочка в этом диапазоне. И вот этот диапазон, если он не затянет, если будет из него выход и закрепление сейчас в течение утра, то весьма вероятно, что сегодня в течение дня, либо завтра будет отсюда движение с целью закрепиться выше 73.34, если смотреть по споту. Ну и, соответственно, исходя из того, что на споте, если сейчас будет коррекционный откат с пробоем 73.05-73, то весьма вероятно сегодня вторая половина дня она пройдет вот здесь проторговочки на укрепление рубля. Но, как видите, фьючерс и спот, они дают картину похожую, но значения немножко отличаются. Так, друзья, далее евро-рубль. Давайте спот посмотрим. Здесь все время интригующие всякие штуки рисуются. Ну, конечно, вот как 20 июля было и до этого, таких повторений пока не происходит. Но вот сегодня тоже здесь немножко порезвились, хвостик такой нарисовали. Но, как видите, в евро жизнь, она кипит хвост на хвосте. Так, ну вот переходя на часовик, здесь можно сказать, ну, я думаю, все-таки, ну, я вот хотел проверить, то есть вот закономерность какая-то есть, по каким дням недели чаще всего это возникает. Ну, такой прям закономерности нет, потому что, допустим, если в понедельник или в пятницу кто-то на радостях, что неделя закрывается, выбросил рыночную заявку и все смел в понедельник, возможно, у кого-то руки трясутся после выходных, не ту заявку вел, такое тоже бывает. Вот. Но в целом здесь такой закономерности нету, и, по-видимому, здесь ну, действительно какие-то локальные задачи осмысленные решаются вот этими хвостами. Вот. То есть это не ошибка, это не какой-то там злой рок, а, судя по всему, это вполне планомеренные действия, которые основываются на все-таки значительно менее ликвидности евро-рубля по сравнению с рубль-доллар. Хотя там тоже на споте резвятся, будь здоров. Но вот евро-рубль это, конечно, шедевр. Так, друзья, давайте посмотрим часовик. Ну, евро-рубль часовик, здесь в большей степени указание на движение наверх. Тем более вот ракета обозначила верхнюю границу 87.38. Соответственно, в наибольшей степени сейчас будет попытка движения, но если не на это значение, то хотя бы на 87. Сценарий этот отменяется, если сейчас будет откат и пробитие 86,7 вот этого значения. Если такое сейчас произойдет, то мы уходим укрепляться по рублю и консолидироваться в район 86,5. Пока больше факторов указывает на то, что где-то вот в этом диапазоне сегодня основные торги будут проходить. Так, друзья, далее Газпром. Давайте 4-часовик возьмем. По Газпрому ситуация очень позитивная. Он протестировал, можно сказать, проторговался выше 286, но вот в этом диапазончике.
Газ, как вы видели по графику, газует. Вот. И весьма вероятно, что на этой неделе мы увидим закрепление выше этого значения и, соответственно, движение с целью потестить 300 наконец-то. Вот. Здесь у нас есть локальный уровень, это 283. Соответственно, если он пробивается и начинается проторговка на нем, то Газпром весьма вероятно будет откатываться и консолидироваться вот в этом диапазоне. Так, друзья, ГМК, столько вопросов, столько боли. Но смотрите, 4-часовик сразу здесь беру. По 4-часовику сегодня движение наверх, цель вот этот диапазон. Соответственно, это движение срывается, если будет коррекционный откат и повторное пробитие 24 900. Вот сюда, если мы уходим и пробиваем, то вот эта вся попытка роста, она переходит в консолидацию и, возможно, дальнейшая просадка. Но структура сделок указывает на то, что здесь готовились к росту, несмотря на все эти заморочки с катастрофами, которые там, к сожалению, с завидной регулярностью происходят. Вот. Но тем не менее, здесь кто-то сделал ставку на то, что рост произойдет. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. Здесь идет движение наверх. Первая цель 309, потом цель 313,5, 314. Соответственно, критерий того, что эта цель срывается, это коррекционный откат и пробитие 300,5. Если такое происходит, то здесь возникает консолидация или дальнейший откат. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы, основные акции. Спасибо за внимание, успешных торгов.